Алла Пугачева вернулась в Россию, создав интригу вокруг своего решения. Зачем она приехала, и уж не насовсем ли, задаются вопросом поклонники. Однако торопиться радоваться и рисовать картину маслом под названием «Возвращение блудной дочери» рано. 74-летней певице грозит административная статья. Максимальное наказание, которое может понести Алла Пугачева, штраф в 10 тысяч рублей. МК показал кадры свернувшейся в РФ Аллы Пугачевой на Ленинградском вокзале Москвы. Туда певица прибыла на поезде из Пскова. После этого она отправилась в свой замок в подмосковной деревне Грязь. Между тем, общественники из организации «Зов народа» обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел. Они потребовали наказать Пугачеву по административной статье «Публичное оскорбление в интернете» за ее публикацию годичной давности, в которых она назвала россиян холопами и рабами. Впрочем, максимальное наказание, которое грозит певице, штраф в 10 тысяч рублей. Кроме того, Алле Борисовне припомнили ее признание в солидарности с мужем-иноагентом. Певица даже просила Минюст РФ присвоить ей иноагентский статус. Общественники требуют допросить Пугачеву. Вместе с тем, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что с точки зрения закона претензий к вернувшейся в Россию певице Алле Пугачевой отсутствуют. Парламентарий указал, что она гражданка России и пока не совершала никаких действий, которые ущемляли бы ее гражданские права. Дальнейшее преследование поп-звезды, по мнению депутата, маловероятно. За что ее можно преследовать, отметил депутат. Она, кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно. Напомним, нынешний супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин, признан в России иноагентом. С 2022 года семья живет вне России. До начала боевых действий между Израилем и Палестиной Пугачева, Галкин и их дети находились в Израиле. После начала войны с Хамас, сообщалось о их переезде на Кипр, где семья, предположительно, приобрела роскошный пентхаус в новом высотном здании на берегу моря в Лимассоле. Надо отдать должное, она и здесь была хитра, добавил Александр Шолохов. Мало того, что она искала место, где удобнее и лучше всего, она еще и мосты не жгла, как некоторые из этой категории делают. Поэтому с точки зрения закона к ней претензий, насколько я понимаю, нет. Но я не исключаю, что я, может быть, чего-то не знаю. Алла Борисовна в 2022 году после известных февральских событий покинула Россию вслед за Максимом Галкиным, впоследствии признанным иностранным агентом. И вот уже 1,5 года Пугачева живет на чемоданах, постоянно переезжая из Израиля в Латвию. Недавно, по слухам, ее и вовсе занесло на Кипр после обострения арабо-израильского конфликта. При этом парламентарий заверил, что все заслуги исполнительницы остались в далеком прошлом. Большинство россиян не только осуждают, но и презирают примадонну, отметил он. Разумеется, нашлись люди, которые негативно восприняли новость о появлении Аллы Борисовны на российской территории. Многие не забыли, как Пугачева назвала своих соотечественников холопами и рабами. Однако, на удивление, в сети все больше появляется радостных комментариев интернет-пользователей, для которых приезд примадонны стал приятной новостью. Наконец-то, наконец-то, дорогая примадонна, многие, кто уехал, возвращаются. Ну и правильно, что вернулась, одумалась. Пусть доживает. Спокойно, отстаньте от бабушки, какие все злые, вам-то всем какая разница. Она приехала к себе домой, она обращалась к тем, кто ее не любит. Кто с пеной у рта еще до спецоперации критиковал ее. К своим поклонникам она делала другое обращение, где признавалась, что очень любит их и свою страну. Зачем преследовать человека, ну и что вы ей сделаете, пишут читатели телеграм-каналов.
Говорят, что Пугачева намерена развестись с Галкиным. Мол, поэтому артистка и вернулась на родину. Однако сам Максим еще совсем недавно показывал, какая у них с женой идиллия. Остается надеяться, что в ближайшее время сама Примадонна или люди из ее окружения объяснят недоумевающим россиянам, что же происходит на самом деле. Самой достоверной причиной неожиданного приезда артистки на родину в сети называют предстоящий развод. Такого же мнения придерживается и известный психолог Вероника Степанова, которая просто уверена, странное поведение Галкина уже порядком надоело пожилой женщине. Вероятно, дело идет к разводу. Очевидно, гастроли Максима – не что иное, как способ сбежать ненадолго от жены. Алла, в свою очередь, устала от заморских чужбин. Ну и что уж там говорить, воспитание суррогатных детей дается в преклонном возрасте с большим трудом, резюмирует эксперт. Есть и другая версия. Алла Борисовна могла приехать ради соблюдения формальностей, говорят люди, знакомые с жизненной ситуацией Пугачевой. Дело в том, что если Пугачева не будет совсем посещать родину, она может потерять статус налогового резидента. В пользу этой версии говорят простые расчеты. Последний раз Алла Борисовна была в Москве на похоронах Юдашкина, которые прошли 6 мая нынешнего года. С того момента минуло аккурат 6 месяцев. А налоговое резидентство теряется, если провести за пределами родины более 183 дней, то есть как раз полгода. Правда, Пугачева может предоставить документы о том, что она находилась на лечении или чему-то обучалась. Это время вычитается из срока пребывания за рубежом, обязательным для статуса налогового резидента. К тому же Пугачева, наравне с многими другими гражданами, практически не имеет возможности сегодня получать за границей пенсию из-за всевозможных санкций, коснувшихся переводов денег. Поэтому Алла Борисовна еще и заберет набежавшую за этот срок сумму, что в сегодняшних условиях для семьи не будет лишним. Ну и, конечно, есть еще несколько версий о причинах возвращения певицы в Россию. Это и возможная продажа недвижимости, то есть пресловутого замка в грязи, ведь в связи с переездом на Кипр из Израиля, где бушует война, расходы семьи значительно возросли. В любом случае, судя по тому, что Пугачева прибыла на вокзал лишь с маленьким розовым чемоданом на колесиках, нынешний визит весьма краткосрочный.